А это все с опытом, да, просто приходит? Конечно, конечно, это годы практики. Я бы даже сказал, десятилетия практики. Я очень серф. Сам сколько уже серфишь? Я 4 года серфю, но я все еще себя, наверное, отношусь к хорошему начинающему. По-всякому просто снимаю. А ну-ка, встань, типа, борт бери. Серфинг намного тяжелее тем, что ты не сразу найдешь место, где покататься. Чтобы просто покататься, ты должен столько усилий сделать. А на борде ты как бы стал, у тебя, ты знаешь, куда поедешь, ты поднялся, спустился. Я вообще заболел сразу с первых дней. Когда попробовал, понял, типа, насколько это ощущается, и сразу понял, что серфинг это типа, можно сказать, хобби на всю оставшуюся жизнь. Культура, да, другая становится? Да, культура другая, ты здесь немножко по-другому смотришь. На океан уже по-другому смотришь. Это как будто уже твоя любимая стихия. Не как будто, это и есть моя любимая стихия сейчас. Ой, как он это сказал, а? Как он это сказал? Реально, я вообще не могу представить уже свою жизнь. Oh, you will need the shadows on the scene, leaning in. And then no light is battle, I'm scared of lane. Sitting down with so much, no matter night. And me, Тебе нравится его последний альбом, бро? Бро, капец, короче, этот случай, мы посреди дороги остановились, встали, и потом бензин закончился. Я не знал, что делать, но копы прикатили и все решили. Вот, сейчас едем, бро, с опозданием, сори. 20 минут показывает, 11:20 там будем. Мам, может заходить? All the things you do. Sometimes you never know who you're dealing with. Yeah. What the fuck? What was that, bro? Что это было? Это было кино, бро. Это Фрагмент из кино. Excuse me, sir, do you have some gas? No? Честно, я будучи здесь за 4 года, у меня первый раз такой экспириенс. Все так смув, бро. Хотя ты посередине дороги, да, остановился. Alright, let's go to Manaskan. Пацаны дождались. One, baby, tell me the name real quick. Сюда я прилетел, и на констракшене, когда работали, было жарко. Очень жарко здесь, в Нью-Джерси, такой хит был. И я увидел в интернете Surf School Нью-Джерси. Я такой думаю, да ну нафиг, типа есть серфинг в Нью-Джерси. И начал ресерч делать, смотреть. Оказывается, типа есть школы, есть всякие лиги, очень много людей катаются, и все. Типа я такой на крючке был. Покупаем борт с друзьями. Такой маленький, короткий борт Advance купил себе. Wetsuit, костюм купил, в воду пошел, помню, первый день, нифига, короче, ничего не получается. Тренер жёг, ешкин жёг, кажется, это. И мы, короче, просто вот так вот, методом пальпации все учились. И в итоге ничего не вышло. Как-то расстроился я тоже. И потом кто-то сказал, что надо большой борт брать, огромный, вот, да, типа такого размера, большой, чтобы он вот к телу удобный был, чтобы твоего размера был. Взяли, я помню, типа, как я первую такую пеночку взял, волну на такой доске. Блин, думаю, вот это ощущение. Я вернулся в эти ощущения, когда в Алмате был, на кабеле катался. Но океан все равно другое, потому что волны сами по себе приходят, и ты как-то, типа, более с IQ подходишь к этому. То есть не так, что, ты знаешь, там кто-то кнопку нажмет и тебя понесет. А типа у тебя есть вот такая периодичность волн, высчитывание, и в голове, типа, с опытом у тебя набирается то, что ты лучше уже понимаешь океан, ты лучше понимаешь, как волны идут, вот это все. И вот это была интересная часть. Изначально все равно многое не понимали, и по сей день, изо дня в день мы понимаем что-то новое.
чуть-чуть жарко. Прям чуть-чуть, не сильно. Если бы 3,2 было, потом 3,2 прохладно было. Да, ну это 70-го года, так сказать. Местный бір жігіттен сатып алдым. Фейсбукта я прям хотел себе такую, ну, чтобы посмотреть, каково они есть кадаскалары. Что они себя представляют вообще. Как они очень тяжело управляются. Потому что вес тяжелый, и ішінде структурасы басқа. Ол кезде технология ондай қатты дамымады. Именно типа строение досок. Как ты погоду определяешь? Ну вот, Манасский инлет часто баратын жер, и они по цветам вот так отличаются. Сары болса, әр түсінің өзінің обозначениесі бар. Мысалы, сары, to fair дейді. Мысалы, бүгінгі кондиция fair болды, жасыл. Жасылдан да лучше кондиция бар, ол прям темно-зеленый болады. Тимур. Тимур? Ну да, что вы думали? Тамерлан, тоже Тима. Тима. Тут енді любой Темірлан, Тамерлан, Тимурлан деген еще бар. Все Тимы. Тимурлан деген есть. Бірақ мен мамам негізі атымды Шыңғыс деп қойған. Апашка пошла там шумиху в роддоме устроила. Жоқ, ол Тимур болады деді. Шыңғыс? Негізі Шыңғыс деген ат саған білмеймін. Мен Тима қойып үйреніп қалдым қатты. Тима деген ба? Мен саған Абыл деген үйреніп қалдым. Сен Эйби дейді ол шақта. Эйб дейді, Абыл дейді, Аблай. Ну, Аблайхан это Аблайхан вообще. редкий вообще. Аблайхан дейсің ба? Кім айтады Аблайхан деп? На Манаскане чисто Эйбари ғой. Том. Том бар ғой. Кстати, мынау машина Том деген бір шалдың машинасы. Емес Ет сатады. Да. И Том маған айтады Аблайхан деп постоянно. И он постоянно вот так практикует мен атын. Да. Классный дедушка, да? Но мен аған айттым, Том, зачем сен қиналасың? Эйбке шеш деп. Не, я хочу научиться дейді. И біз осы кісіден постоянно мет аламыз. Ардан, Да, в воду зайдешь? Да, С океана да. поздороваешься, конечно. оденем гидрокостюм, поплаваешь даже. Плавать умеешь же? Да. Ардан, прикиньте, в океане будет плавать. Просто прикиньте, ребята. Эта Америка мне больше нравится. Этот Нью-Джерси, по крайней мере. Почему? Потому что это Нью-Джерси, Нью-Джерси. Вчера мы встретили бойца UFC, бро. Просто UFC. А ты кем еда? Майк. Майкл, а? Фамилию даже никто не запомнил, просто Майк. Бриттон. Железный Бриден, Майк. да? Окей, Майк Бриден, сори, Майк. Майк тоже вчера офигел, наверное. Я отвечаю, он эту историю тоже рассказывал там свои. Ежон рядом с тобой, пританцовывает. Тебе нравится музыка? Ержан рядом стоит, глазки строит тебе. Ежон, Да, мне нравится такая музыка. Мне тоже. Нью-Джерси, да, прям музыка? Нью-Джерси, он Нью-Джерси. Музыка. Ежон, ты не устал, нормально? Все прекрасно. Нету дискомфорта? Нормально? Ты не устал Он может быть дискомфорт. со мной возиться, водить меня? Нет, сплошное удовольствие. Я через тебя тоже, знаешь, открываю для тебя много чего. Да? Да. Скажи же, вообще какой-то... Я уже привык к тебе. Thank you. Thank you. Да. Еда. Thank you. Поделенный на 2. Ты хавал это уже? Да. Пиклс. Как? Пиклс, они называют соленый огурец пиклс. А, да? О, прикольно. Вот. А где чипсы? А? Где Чипсов нету, все, халас. Вместе, Пробую. да. А ты И был на на океане, Бигдоке? да, вот на океане первый раз. Первый раз буду. Тем более это очень круто. Это Атлантический океан получается. Вот, он теплый по сравнению, получается, с Тихим океаном. Вот, и летом вода прям как молоко. Да? Знаешь, очень теплая, да. Если в Калифорнии она холодная, например. Да, интересно, да? Я вообще в шоке. На улице, А. на улице 20, а вода теплее, что ли? Не можешь быть? Да, даже сейчас она не такая холодная. Ты сегодня даже почувствуешь, Ержан. Да. Как ты сам себя чувствуешь, Ержан? Хочешь воду? Да, по идее. Если она теплая. Да.
Если там акул нету, бля. Если я там хоть одну Нет, так- акулу увижу, я сразу ебусь оттуда, бля. Знаешь, как они везде... Бывает, да? Да, конечно, они... Да, конечно, Нет, не, я имею в виду, это же их территория, как бы это нельзя исключать такой факт. Но просто техника безопасности, да, типа не писать в воду. Вот, Писать она в уже воду? в курсе. Она что, идет на мочу? Да, мочу они чувствуют сильнее. Прикол. Бля, я тебе рисковый парень оказывается. Все это время. Я тоже, брат. В бассейне нет, брат, акул. Қоңыр шалбар. Так. Көк сұр аралас кепка. Ең алдында Американ флагы бар. Бірақ жұлдыздардың орнына сиырдың ет тұр. Нелер? Сиырдың суреті. Свет. Бұландай стейк деливері істейтін компанияның кепкасы. Прикольно. И үстінде сұр футболка. MBRC деген знагы бар. Оның расшифровкасы Manasquan Board Riding Club. Біз қазір Manasquan деген пляждамыз. И жаңағы райдерлардың клубының футболкасы. Бойым сенің иығыңа келетін сияқты. Иә. Иығыңа келетін бойым бар. Дене пішім дәл сенікіндей. Барып суды көреміз, а? Қасам. Абылай, рахмет. Танысқан қоштым. Абылай, сен қай жерденсің негізі? Мен Петропавлдікпін. Солтүстік Қазақстан облысы. Прикольно, казахша, я думал, с юга где-то. Қазақша күштелесің, да? Если бы не я, на русском вообще не разговаривала. Да? Жоқ, күшті, но Петропавлда көбінесе орысша емес па, иә? Я, ну, жартылай қазақша, жартылай орысша, бірақ көп адам шала қазақша сөйлейді. Класс. Мен өзім араластырам, қазақша мен орысшаны. Часто араластырам. Круто. Прям на пляже. Уже құмға басып келе жатырық. Снег. Құм. Да, кішкене ыңғайсыз болады, так что қадамдарың нық болсын. У ребят новый дом. Это Алина, артист по дизайну, да, дома, да, походу, да? Я только перетащить, установить, поставить. Я не думаю, я только делаю руками. Поздравляю все же, бро. Рахмет. Бүгін Тима біздің үйде бірінші рет қонақта. Да, ет бар ма? А? Ет бар ма? Еті бар, обязательно. Ешь вторым? Садись, Тима. Тима. Ешь. Обожаю. Рахмет вам. Болсын. Брат, айтшы, жұмысын туралы айтшы, вот коротко, да, типа, Коротко? Да, как ты вообще, типа, пришел к Tower, да, специалисту, типа, как ты стал Tower специалистом, и, типа, что тебя подвинуло, типа, просто как ты комфорт прочувствовал, братан, в работе? Я вообще не знал про эту индустрию, вообще ноль информации, никого не знал, который работает, и в нашем кругу самый первый устроился в индустрию Самат. Он устроился, но он сразу командировка барып жүрді. Біз сол кезде хитингта істеп жүрдік, но енді хитингта кішкене андай грязный жұмыс. Біз кешке келеміз үйге, үстіміз кір, мастика, стекловата. И Самат келеді командировкада. Тап-таза, аккуратно. Аяқ киімде бір балшы жоқ. Біздің үстіміз быт-жыт анау. Построение қараймыз, айтамыз, Самат, не жұмыс істейсің, айтшы бізге. Yeah, but if you can get back to us today, that would be much better. What about the paperwork? Are we good to start the next week? Cause... I still got to look at it today. I've been going through some contracts. There's a list of things to do. Сейчас я на поле редко работаю, сейчас я в большей степени как construction project manager работаю. Но на поле тоже приходится выходить. Например, бывают такие моменты, что
очень загружено, и не хватает бригадиров на поле, или там просто лишних рук не хватает, лишних водителей не хватает. Например, там надо будет там, на 3-4 траках поехать, дополнительный трейлер повезти, это забрать, материал привезти. Ну вот. Да, полкаларды сол жағын бұрышын бастадық, и потом я сам добил. Осындай мне мужской гараж, ғой? Мечтал о таком гараже, брат? Ну да, всегда как бы. Детская мечта емес. Нужно, чтобы такой гараж был. Чтобы что-то положить, там, инструменты, артық нәрселер. Это не все мои доски. Но доскаларды я редко пользуюсь, вот нижние два. Они просто старые, тяжелые. Синяя доска, To Go доска, я его постоянно пользую. Это белая Алина доскасы, зеленая Тиманка. Мне просто оставил. Бұрышында кішкентай несі бар. Жарығы бар, его надо починить. Сол қолым тимейді. Don't go fast, don't go slow, right? Брат, насколько опасно относиться к сотке? Смотря где, когда и с кем. Если один, бушующие волны, это очень опасно. То есть у тебя рядом всегда должен быть человек, который может как-то присмотреть за тобой. Потому что никогда не знаешь, что может случиться. Например, вот в последний день, да? Последний раз, когда мы ездили, мен, Самат, Сен, Ваня был, говорит. Бува был, Ваня был. Где сильный ветер был. Волны были бушующие. Но народу было достаточно. Ну, вдруг что, если случится, кто-то может там подплыть, помочь. А если в такой день на лайнапе никого не будет, это большой риск туда заходить. Очень большой риск, потому что, ну ладно, в последнюю очередь лишь оборвется. А до этого может быть случится, что ты упадешь, тебя доска ударит, или лишь не оборвется, а цепится. Ну, потому что когда сильные волны, у них энергии очень много. Если прям в нужный момент он ударит доску, он может просто отлететь. И если ты останешься вот в импакт-зон, то оттуда выплыть тяжело. Good, how are you? Good. How was it? Terrible condition, huh? How was it? Super cold. Super cold? Terrible wave. Yeah. Yeah. But you like it? No. Yeah, no? No. But refreshing, no? Hopefully, next week we will do better, right? I see. Why do you like surfing in the cold water? Huh? What do you like surfing in the cold water? I don't like. I like surfing in the warm water. I have no choice. But All right, guys. Have a good one. Yeah. Oh, sorry. awesome. You're good, man. My board is all beaten up. Мен доскам соғып кеттім ма? Жана келесі жолы мен де соғып кеттім. Номер, бро, немесіне, машинасына как ты жазып кетсе жарады. Бақсына Take me home to the place I belong, West Virginia, Mount Mama. Take me home, country road. Тима, не скучаешь по дому? Скучаешь? Не по Вест-Вирджинии. Ну, понятно. Почему скучаешь? Почему По скучаю? каким местам? По Алмате скучаю. Алмату Я больше скучал. не по местам скучаю, а по стилю жизни, знаешь? Но я точно знаю, то, что я вернусь, мне не будет 23 года. Так же, как было. Ну, $100 or something I'm gonna apply into my EasyPass account, and after that
Окей. ПАС это, короче, типа организация по платным дорогам. Ага. И вообще все говорят, что это вообще скам века, мошенничество века. Да ты чё? Потому что они непонятно вообще деньги берут с аккаунта. Столько много, а мне 5 штрафов пришло. Я им позвонил, сказал, я не осилю это все, $700. Ого. И они говорят, да, мы можем типа это все убрать, но вы должны закинуть деньги на баланс. Понимаешь их систему? Они пугают, накладывают на тебя штраф, ты звонишь, кипишуешь и получается, закидываешь деньги на баланс. А если ты не закидываешь деньги на баланс, они перестают, получается, брать деньги и потом приходит штраф, да. То есть очень непонятно, честно, я по телефону разговаривал и не понимал. Я уже в конце говорю, скажите мне, сколько надо заплатить, чтобы мне не было проблем, и все. И что говорит? Ну, $100, там, что ли, мне еще надо доплатить. В итоге 300 заплатил. Вот. Короче, бро, каждый шаг это бар. Иногда, знаешь, типа, теряешь вот эту ценность деньгам. Как будто ты их получаешь, и они у тебя дома ночуют. Ты знаешь, такое всегда. Ну, ребята поймут тоже. Мы с Нью-Джерси выехали мы? Или Мы еще? все еще в Нью-Джерси едем сейчас. То есть, смотри, мы не проезжаем Нью-Йорк, но мы его проезжаем только севернее, сам стейт. Нью-Йорк-Сити мы не проезжаем. Вот так вот просто по Нью-Джерси поднимаемся вверх. Нью-Йорк нам не надо. До Массачусетса, да, сразу? Да, и вдоль Гудзона наверх, севернее едем. Мы вдоль Гудзона, да, едем? Ну, вообще, не прям вдоль Гудзона. Ну, вообще, да. Как-нибудь было, да. Справа могилы. Такие, газон такой зеленый, красивый. Огромное поле. Могилки. Справа авария какая-то на обочине. Стоит полиция, машина. Тима, как тебе наши машины? Классная машина, едет вообще шикарно. Я думаю, для такой компании, как у нас, это самый лучший вариант. Да, Ардан? Да, для Как таких тебе спереди четких сидится? пацанов. Ардан не видит, но у него есть объективное мнение, потому что он чувствует, как машина едет и вообще, как тебе машина, Ардан? Мне кажется, такая резвая, да, чуть-чуть, легкая. Да. Нравится. Да, мне кажется, она хорошо прям отзывается вот на руль, там, если ты чуть-чуть подвинешь, она прям уже быстро реагирует. Мне нравится, хорошая, комфортная. Как называется? Hyundai. Такой, да, как же правильно было, да? Там, То я говорю, если волны будут, я Тиму говорю, стравайте. Тима, ты сейчас свободен? Походу, да, бро. Ветер еще меньше будет. Ты видел, да? Завтра еще меньше будет, и в субботу опять Вот, подымется. вот. Хорошо, что меньше. Ну да. Типа не все такие спортсмены, как ты. Ой, брось. Когда мы познакомились? Года 3-4 назад, да? 4 назад уже. 4 назад. Мы встретились вообще в лайнапе. И он такой нам обращается. Ребят, лайнап — это все места, где все ждут волну. Но он всегда меняется в зависимости от свела, да, мне кажется, или от тайда тоже. И кондиции, да. Ваня так спрашивает: ребята, вы на русском говорите? Ну да, типа мы там и на русском, на казахском, там иногда материмся. И он эти маты все услышал. Такой, и давай. Да, познакомились. Потом что? Нормально, что, телефона ничего нету, записать ничего нету. А мне кажется, мы несколько раз просто катались в один год, я просто, замечали друг друга, а потом, получается, вот я подплылся, набрал смелости спросить, а вы что, по-русски говорите, да? А первое, просто помните, он на синей доске, и ты помнишь, что такой супер дерзкий был, там дедов всех подрезал. Там эта же компания обычно сидела здоровая, дедовская, на лонгбордах. Блин, братья, такие классные ребята, видишь, любишь сегодня? Да?
А они, короче, тоже, да, где-то в Нью-Джерси живут, пацаны? Они живут в Филадельфии. А, они в Филадельфии Они живут? работают на этом Towers, типа вот эти специалисты, которые антенны ставят. Ну, на вышках. Ага. На высоких. А как хобби, у них хобби, типа, короче, серфинг, да? Да. Да, они прям даже больше, чем хобби. Даже больше, чем хобби? Вау! Но все равно это чувствуется, это их объединяет. Они это все вместе делают. Да? Да, я как сюда переехал, тоже в начале лета, я с ними начал часто ездить. А, ты, короче, ты в их гэнге, бро? Да-да-да, он выиграет. Да, ну да, мы Казахский гэнг. серферский гэнг. Я вообще думал над тем, чтобы открыть этот гэнг. Тоже такой комьюнити, знаешь, аккаунт в Инстаграме, типа Surf Nomads назвать. Серф-кочевники. Вообще, типа, серфинг это такой стиль жизни кочевнический, потому что ты по всему миру катаешься, ты разные Там, где брейки волна. видишь, волны видишь. И мне кажется, это очень так схоже, типа, с казахской тоже, знаешь, этникой, культурой. Потому что кочевой народ, не знаю, вот есть какой-то способ. То, что ты находишься в таком месте, чуть диковатом, знаешь, даже в воде, и ты просто вот так вот, как будто ты 2 шага от всего мира иного делаешь в воде. И вот там остаешься на какое-то время и возвращаешься. То есть казахстанские словы, они вот так вот кочевали вот так вот, да? На одном месте никогда не оставались. Правую ногу. От меня держись, не бойся. Правую ногу. Угу. О. Чуть приподнимай. Поднимаем. Так. Да. Абл, Да. у тебя есть какой-нибудь L, наверное, или M для М. Ержана? М-ка У меня 3. есть Billabong, но я думаю, Billabong лучше на Хайрата. Вот МК 3.2. МК 3.2, да? Не, у меня же есть мой гидрик. Есть. Эта веревка называется лиш. Я сейчас себе его открою. Я свой просто здесь забыл, когда приезжал. Сегодня новый купил. Вот смотри, вот эта вот сторона будет привязана к твоей ноге. Я сейчас его открою. Видишь, он на липучках. Да. А другая сторона, вот эта вот сторона, я уже его Сюда, привяжу к доске. Она прикреплена, с другой стороны она завязана. Здесь она крутится. То есть я беру воск. Воск для чего? Мы будем верхнюю часть натирать, чтобы нога не соскальзывала. Подруга? Здесь уже нанесем воск. Если воска не будет, хайганак будет. Постараюсь взять волну, но я доску не буду отпускать. Вместе с ним буду идти. Все хорошо. Первый раз. Да. Потом второй раз давай вот так попробуй. Я попробую подтолкнуть, а ты на берегу встречай. Хорошо, хорошо. Но я так и так буду на берегу стоять на подстраховке тогда. Да? Окей. Да. Окей. Ну все? Ничего, все нормально. Ардан едет серфить. Че, в чем вопрос? Обычный вторник, ребят. Обычный вторник, Нью-Джерси. Вода холодная, бро. Я боюсь, меня... Держись. Убегай. Вообще так не планировали. Изначально мы зашли, а потом я почувствовал то, что чуть сложновато даже на доске удержаться Ардану. Но после первого раза, когда мы объяснили все, Ардан, я его поворачиваю, говорю, Ардан, мы сейчас поворачиваемся. Он говорит, поворачиваемся, да? Я его отпускаю, он сам поворачивается в сторону берега. Да, и получается начинает грести в сторону берега, чтобы словить волну. Собираешься держать волну? Я просто думал, вы так покупаетесь в гидрокостюме, я просто нырнем и все. Я даже не собирался снимать. Я потом вижу, я включил еще камеру под концу, я взял ее, но все же, потом я говорю, ребята, давайте его еще раз, пусть еще раз теперь возьмет. Типа я не успел первую взять, не надо, а вторая сложная была, длинная. Ты капец круто. Ты был очень счастливый, самый такой счастливый. Я прям не собирался. Классно, да, что вы привезли? Да, Ержик как радовался, когда первая волна была. Он прям рядом бегал, так прыгал. А Ежик просто говорит, типа, его туда уносит, его типа туда уносит, давай и просто к нему.
А первый раз, когда ты в воду зашел, я вообще испугался. Я боялся. Я такой снимаю, и у меня типа такой, знаешь, как будто концовка, утонешь. Ну, типа, куда я сразу, ну, типа, я начал переживать, да. Типа, прикинь, я типа снял, типа, финал. Я такой, начал грустить, загрузился. Да, красиво снял. Типа, все такой, утон, да, идет, еще такой конец. Я такой, бля, нет. Я еще говорю, Кайрат, блин, слушай, они далеко ли, вообще не опасно, может, давай поплывем, типа. Короче, я переживал. Это вообще даже не глубоко. Не, он говорит, он счастливый, говорит, он сам. Я сам, вдруг это его счастливый момент, вдруг это его самый счастливый момент. На сегодня хватит. На сегодня хватит, брависсимо. Хорош! Брависсимо. Тебя не отставал. Ты очень круто держишься на воде, уверенно. Лежа, меняешь позиции слева направо. Мощно. Так, в это время Алина с Аблаем общаются. Скорее всего, выясняют отношения. Серфингті не жақсы көресің, братан? Ең жақсы көретін Қандай кайф бар, брат, суға түскен? сені андай қатты тәрбиелейді өмірдегі бүкіл андай қиын жағдайларға. Мысалы, күн суық, су, үсті басың бәрі су. Волнаны только ұстайсың, сені бүйтіп волна көтереді, енді түсейін дейсің, и жел сені қайтадан артқа қарай көтеріп, артта қалдырып кетеді, сол сумен түспейсің. Бірақ сол бүкіл қиындықтарды өтіп, сол моментте наслаждаться етуге үйретеді. И біріншіден духты, екіншіден денені шынықтырады. Тез-тез киініп ғой. Ай, бәрекелді.